Короче, какой же обзор без обзора травмпункта, если вы катаетесь? Конечно, это плохо, что так произошло. Но вчера какой-то пидорас просто меня откровенно подрезал на лыжах. Уже на плоскоче я пытался объехать справа. Тот мудак то ли палки выставил, то ли, я не знаю, зацепился за лыжню и вот спанул с заднего канта. Ну и, короче, ударился копчиком, головой был в шлеме и что-то с рукой. Вот звонил страховку, сейчас иду. В принципе, я на месте. Первая проблема, с которой вы столкнетесь, это то, что никто не говорит по-английски. Но тут есть Wi-Fi и Google переводчик вам в помощь. Сейчас я жду какого-то подтверждения от моей страховой, что они готовы заплатить за мой визит. I aleshores pues el metge enviarà una rectificació a la casa. Ну, ведь бумажки заполнили теперь. Ждем очереди, все как у нас. В общей очереди. Ну, после там этих 2 часов ожидания, предзаписи, записи и общения с доктором меня одели в халат, и я теперь жду, возможно, рентгена, возможно, наложение шины. Мне типа что-то с костью в запястье. Возможно, нужно узнать, что... Нужно понять, что там точно. Всего каких-то 3 часа, и я снова бодр. Руку зафиксировали, все сделали, класс. Не попадаете в такие ситуации. Постарел на 4 часа, но зато получил вот такой конвертик с диском, со снимками рентгеновскими, а также со всякими выписками, в том числе вроде как справка на работу, что вот я поранился, иду в отель, телефон разрядился, GoPro давно разрядилась, странно, зато здесь красиво очень. Вот такова она жизнь человека, который потерпел крушение на своей доске. Вон даже дедуски, которые медитировали здесь, просто подумали, ну нахуй вообще свалили. То есть старпернее всех старперов здесь. Сейчас минуточка Варламова будет. Я иду мимо помойки, иду в Европе, Андорра, все дела, все как у нас, все как у людей. Но я иду, а не воняет. То есть помойка есть, а не воняет. Блять, помойка есть, но не воняет. Есть чему поучиться.